Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я вам расскажу о смартфоне под названием Xiaomi Redmi K60e. Что это за зверь, с чем его едят и почему на него стоит обратить внимание. Почему стоит обратить внимание? Очень просто. Вот смотрите, здесь у меня в левой руке два аппарата новых iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro. Обзоры уже есть на лайв-канале. И этот аппарат, по большому счету, это и есть конкурент, а не то, что мы видим из разряда Poco и всего остального. Почему? Потому что в 30 тысяч рублей вы можете приобрести девайс со 120 герцами у AMOLED экрана на 526 ppi на секундочку плотностью пикселей. То есть это космос, это флагманская плотность пикселей. Если говорить о процессоре, да, это у нас Dimensity. С одной стороны это плохо, с другой стороны почти 900 тысяч баллов он выбивает спокойно. У него нет никаких огромных недостатков. И такие штуки, которые не выходят на Global, они являются чем-то из разряда фронтменов в Китае. Почему их не выгружают на глобалку? Потому что слишком жирно с такими характеристиками продавать что-то на Global. Это один из лучших сенсоров у экрана по отклику из тех, что я тестировал. Если говорить о стерео, нет ощущения, что это полуторка. Если говорить о вибро, оно здесь, к сожалению, не флагманское. В руке лежит удобно, я его уже сравнивал с несколькими девайсами по съемке. Да, здесь максимальное разрешение для съемки видео основной камеры 4К 30 FPS, но большинство этого будет достаточно. Примеров вы увидите много. Надеюсь, поддержите лайком, подпишитесь на канал и напишите, что вам еще интересно на обзор. Такие диковинки редко встречаются, но интересно же. Смотрим. Распаковка. Данный смартфон поставляется в плотной черной коробке. Коробка пришла целая, на ней есть краткая характеристика и название модели. Упаковано все хорошо. В комплекте мы имеем обыкновенный силиконовый чехол, сам смартфон, адаптер питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать нельзя, и чувствую, скоро уже перестану это напоминать, потому что как-то ряды смартфонов среднего сегмента с поддержкой карты памяти. Только в ультрабюджетниках они остаются. Габариты смартфона 163 на 76 на 8,5 мм. Вес K60e 202 грамма. У меня на руках китайская версия смартфона, в стоке нет русского языка, что для Xiaomi стандартно. Можно установить переводчик с переводом меню, но я это не рекомендую делать из соображений безопасности. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 14 тысяч человек. Советуем друг другу, что нужно приобрести и что лучше приобрести. Всем, кто оставит любой комментарий, поставит лайк этому ролику и посмотрит его, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Перейдем к смартфону. В продаже есть черная, белая и зеленая расцветка корпуса. Дизайн смартфона практически такой же, как и у K60 и у K60 Pro. Данная модель является упрощенной версией K60 ко всему на другом процессоре. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка из пластика, а с фронта экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. И это круто, хотя все стандартно. Сборка, как и качество материалов, хорошая. В руке смарт лежит удобно, пользоваться одной рукой можно. И даже не очень он скользкий. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, два основных динамика и один разговорный. Звучание здесь стерео с поддержкой Dolby Atmos, и никакой полуторки, как я иногда говорю, не ощущаются. Также имеется сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Качество звука хорошее, различные предустановки с кастомным эквалайзером на борту, за что плюс. Вибромотор тактильно приятный, но не идеальный. Экопорт в наличии, а вот мини-джек отсутствует. Официально о защите от влаги, воды и пыли не заявляли. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 3200 на 1440 пикселей 2К. В настройках, разумеется, можно уменьшить разрешение, но я бы не стал этого делать. Зачем вам смарт с высоким разрешением, который вы меняете на малое? Тогда выбирайте другой, правильно? Матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей 526 ppi. Как читалку использовать K60e можно без проблем, и лучше вы вряд ли найдете. Экран поддерживает HDR10+, Dolby Vision и The Real Engine. Контрастность 5 миллионов к 1, широкая цветовая гамма DCI-P3, пиковая яркость слегка меньше, чем у K60, а именно 1200 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, вглядываться не приходится, но большого запаса яркости нет. Автояркость корректно работает и быстро подстраивается под разное освещение. Также есть датчик цветовой температуры, частота обновления
экрана максимум 120 Гц, а также есть авторежим и 60 Гц. Тач на 480 Гц, результат теста на частоту дискретизации касаний вы можете наблюдать на экране, и он средний. Мультитач на борту, экран, конечно же, откликается на 10 касаний одновременно. Регулировка шима 1920 Гц, в целом результаты изменения шима неплохие, и глаза сильно уставать от экрана не будут. Полноценный АОТ в наличии. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, распознавания лица и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатка пальцев работает довольно быстро, завести можно до 5 отпечатков, но минус за то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо и даже под углом. Биометрические данные можно зарегистрировать до 2 лиц. Опять же минус, одно и то же лицо без проблем заводится 2 раза. Хотя может и плюс. Вы там очки носите с кепкой постоянно или без них, правильно? Процессор MediaTek Dimensity 8200 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,1 ГГц, графический процессор Mali G610MC6, система охлаждения имеет площадь 3950 квадратных миллиметров. Но мы помним, что это все маркетинг. Главное, как это дело работает. Интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. Когда вы смотрите, возможно, уже вышла новая версия. Оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 версии, поддержка 5G сетей, что не для всех актуально, но хорошо, что они есть. Для 4G 7 и 20 бенда нет, так что для малых городов или деревень это дело не актуально. Связь смартфон лично у меня ловит неплохо, датчик приближения не подводил, запись разговоров в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, что неудивительно, это же китайская версия смарта. Bluetooth версии 5.3 NFC поддерживается и MirPay встает без проблем. GPS-тест показывает точность до 1 метра в городских условиях, но напоминаю, что Qualcomm-овские процессоры в плане навигации справляются по отзывам лучше, и я с ними согласен. Емкость аккумулятора 5500 мАч, в PC-марке смартфон выдал скромные 6 часов 3 минуты. Тест я проводил, разумеется, на максимальной герцовке 120 Гц и 100% яркости. Work Performance выдал он 12744 балла. K60E поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, беспроводной зарядки, разумеется, нет. Заряжается от родного адаптера питания в среднем от 0 до сотки за 55 минут, слегка дольше, чем я ожидал. PUBG New State с одновременным стримингом на Твиче уходит всего 17%. Стрим сохранен у меня на лайв-канале, можете посмотреть. Смартфон показал себя хорошо, не перегревался, ко всему сброс яркости был незначительным. Играть довольно комфортно, и в целом для игр он отличный, производительности хватает с головой. Перейдем же к тестам. Результат тротлинг теста вы можете наблюдать на экране. В Geekbench 5 в синглкоре 973, в мультикоре 3677, 3D Mark выдал Slingshot и Slingshot Extreme на максимум, Wildlife Stress Test 5558, Wildlife 5451, Wildlife Extreme Stress Test 1536, Wildlife Extreme 1501, Vantutu выдал результат 874 тысячи попугаев, Storage Test показал хорошие 77 тысяч. Стресс-тест прошел далеко не идеально. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и тройной LED вспышки. Основной сенсор Sony IMX582, да-да-да, Sony, не Samsung. Exmor RC на 48 мегапикселей с оптостабом. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро-затычечка на 2 мегапикселя. Цифровая стабилизация также на борту, запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор на 20 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. На борту есть стандартные режимы, вспомогательные функции для фото и видеосъемки, к примеру, панорамная съемка, серийная, про режим и не только. Короткие примеры вы сейчас увидите, а все фотографии анализируйте, скачиваю у меня в телеграм-канале личном. Я туда скину все примеры в несжатом виде, потому что смартфон хоть и хорошо снимает, не камерафон это. Максимум съемка в 4К 30 FPS и X максимальный на серьезных птицах X6. Вот так вы сможете снимать пингвинчиков. Ультраширик максимум 1080p 30 FPS. Не пишите мне про джекам, потому что я тестирую стоковые программы. А все эти джекамы могут еще и испортить. Не всегда они делают лучше картинку. Как отработала Xiaomi, так пусть и получают в обзоре, правильно? В этом Redmi. Как романтично можно снимать карьер, правильно? Да, 4К 30 FPS, и вот так вы озерушка где-нибудь сможете зелененькое снимать с одной руки, двигаясь плавно. И параллельно можно еще экскаватор поснимать. И немного фронталки, те же условия. Роллинг шаттер отсутствует. Я выгляжу лучше, чем на самом деле. Намного на этой фронталке. Huawei, тебе привет. Вау, зеленая штука убежала. Это вот большая зеленая штука.
Может быть, вы ее видите, но вряд ли. 1080p 60 fps, магазин. И вот так вот все плавненько можно снимать. Как говорится, по фэншую. Как там мой любимый клип, как и многих. Коло. Стандартное двойное видео. Неплохо. Двигать квадратик можно, во всяком случае. Минусы: нет возможности расширить внутреннюю память, все как у всех, нет мини-джека, нет 60 FPS для основной камеры, нет 60 FPS для фронтальной камеры. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Всем за просмотр огромное спасибо. Ну и резюмировать я бы хотел, собственно, на камеру смартфона Redmi K60E. И к чему я все это рассказывал? К тому, что по большому счету, то, что выходит на глобальный рынок, допустим, Poco F5 и Poco F5 Pro. Poco F5 мы помним, что это Redmi Note Turbo Edition, правильно, а Poco F5 Pro это у нас Redmi K60. Притом все надеялись, что K60 Pro здесь будет Snap 8 плюс Gen 1, но здесь 8 плюс Gen 2. К чему это? К тому, что за те деньги, что K60E продается, и если вы один из тех, кто покупал K50, K30, K40, Redmi являются не просто так бестселлерами в своей категории в Китае. Они крутые за свои деньги, вот по-другому не сказать. У них есть конкуренты, это как раз айкушки, вот сейчас у меня Neo 8, повторяюсь, и Neo 8 Pro. У них есть свои плюсы, свои минусы. Напоминаю, что у BBK у нас все время есть английский язык и русский язык, даже в китайских версиях. Разумеется, Google сервисы устанавливать можно. А у Xiaomi чуть-чуть другая история, так же как у Redmi K60E. В стоке русского языка, к сожалению, нет. Если говорить о целесообразности приобретения данного аппарата, я бы мог сказать, что да, стоит, но у меня сейчас в руках iQOO Neo 8, и он лучше, и стоит так же. Поэтому, может быть, и не особо супер актуальный обзор, ну, с одной стороны. С другой стороны, кому-то нравится Xiaomi, кому-то нравится Realme, кому-то нравится MIUI, кому-то Realme UI. Кто-то вообще на яблоках сидит. Девайсу от меня однозначно да. Надеюсь, что такие диковинки вам интересны. Добра и удачи вам, дорогие друзья.